Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео для всех, у кого асцендент находится в Овне. Асцендент или восходящий знак. То, как мы проявляемся, то, как считывают нас другие люди, то, как мы самопроизвольно начинаем любое действие. И если ваш асцендент или восходящий знак в Овне, тогда вы активны, инициативны, постоянно стремящийся вперед, напористый. То есть это человек, который никогда не сдается. То есть если смотреть по внешнему проявлению, то здесь, конечно же, это всегда, как правило, румянец на щеках, как правило, какие-нибудь отметки на голове, на лице, могут быть где-то какие-нибудь шрамы, да, то есть это внутренний такой еще посыл, мотив своего превосходства, то есть своего первенства, да, то есть это вшито в подкорку. То есть и если вы не ведете себя согласно своему асценденту, то есть начиная любое дело, вы мнетесь, переживаете, вы волнуетесь, то есть эта история вообще не стыкуется с вашим асцендентом, понимаете о чем? Вы часто говорите: расскажите про меня, асцендент в Овне. Много на самом деле расскажу, и не просто про асцендент, потому что у нас напротив асцендента, очень важной точки нашего гороскопа, да, как нас видят другие люди, находится другая точка нашего гороскопа, противоположная. И это дисцендент, это 7-й дом. Это дом брака, партнерства, нашей публичной активности. И находится 7-й дом напротив первого всегда в противоположном знаке. И если ваш асцендент в Овне, то дисцендент у вас в Весах. И я хочу сказать, что здесь история очень интересная, но про это чуточку позже. Сейчас расскажу про асцендент. Вот смотрите, как правило, все те, у кого асцендент в Овне, имеют такую ярко выраженную внешность, то есть это такие большие скулы, это овал лица, это такой римский нос с горбинкой. Ко мне, кстати, очень часто приходят и говорят: вот хочу сделать ринопластику. Я смотрю, у вас асцендент в Овне. И я говорю: подожди, ты уверена, что тебе необходимо сделать ринопластику? Потому что асцендент в Овне — это вот такой нос с горбинкой, то есть это то, как вас считывают люди, и вас замечают благодаря этому носу. И мне говорят: да, я хочу сделать вот такой красивый, незаметный, чувствуете, незаметный, не отличающийся, как у всех, то есть не как я есть персональная, да, такая моя история. И здесь такие, как обычный такой римский профиль, активный, напористый, и тут такое желание всего лишь сделать ринопластику. Одно дело, конечно же, если это по указаниям, если управитель асцендента, он какой-то битый, находится под давлением другой планеты, Марс, да, то есть если Марс под давлением какой-то другой планеты, то тогда есть в прямом смысле указание на это, да, но если каких-то других указаний нет, то здесь можно испортить не просто себе внешность, проявление, убрать свою заметность в этом мире, благодаря чему вас видят и замечают вообще в принципе другие люди, потому что асцендент в Овне — это, как правило, такая яркая, интересная внешность. То есть это, если одеваться, то нужно в красное, яркое, оранжевые цвета. То есть здесь ни в коем случае нельзя, вы, наверное, замечали, если вы одеваетесь что-то такое бежевое, что-то такое светлое, сливаетесь с массой, то реагируют на вас как-то по-другому, да, а асцендент в Овне — это всегда яркая история, запоминающаяся. И, наверное, замечали, что как только вы одеваете красное платье, красный костюм, или же, например, мужчина едет на красном автомобиле, то эта история однозначно запоминающаяся, да. Здесь, конечно же, еще очень много других выводов, других моментов, но однозначно, да, у нас есть качества, которые нас замечают, и есть качества, которые нас, наоборот, опускают вниз, да, то есть те качества, которые нас поднимают, это асцендент в Овне, это напористость, это всегда стремление вперед, это постоянное усердие и желание не сдаваться. То есть это основные качества такие асцендента в Овне. И здесь, конечно же,
присутствует некая самоуверенность, потому что без этого никак, да, настойчивость. Здесь, конечно же, есть качество, очень часто люди, у кого асцендент в Овне, то есть если не проявляют такие качества свои, которые классные, которые уводят в плюс, могут казаться окружающим там нагловатым, хамоватым, агрессивным. Качества, которые выводят в минус, это агрессия, это мат, это ненормативная лексика однозначно, использование вот таких сложных слов. Я скажу сейчас почему. Мне кто-то путает напористость, да, и движение к своим целям с такой очень агрессивной мужской силой. Расскажу, почему это очень провальная тактика, если для выражения в обществе, потому что у нас напротив асцендента находится очень важная точка, уже говорила, это дисцендент. И он находится в противоположном знаке, а это весы. Это весы, когда нам нужно урегулировать конфликт, когда нам нужно быть дипломатом, когда нам нужно понимать, каких свеч стоит эта игра. То есть это игра высокого полета, да. Весы — это про эстетику, про качество жизни, про вывод ее в плюс. Здесь история, ну, то есть того, как вы живете. То есть можно проживать на высших этажах, можно спуститься ниже, да. То есть здесь история того, какую жизнь вы просто хотите иметь. Среднячковую или поярче, поинтереснее. Так вот, выход истории по жизни здесь, конечно же, 7-й дом отвечает за наш брак, за наши отношения с людьми, с которыми у нас есть какие-либо договорные обязательства, отношения. То есть это наша публичная известность в том числе. То есть здесь понимаете, что с асцендентом в Овне можно себе сделать скандальную известность. Вопрос зачем? Когда по 7-му дому можно работать по-весовски, красиво, дипломатично, обходить острые углы, но при этом включать овновскую напористость и желание никогда не сдаваться. Потому что основные качества асцендента в Овне — это когда я уже устал, я уже без сил, у меня нет никаких эмоций, но я хотя бы лежу в направлении своей мечты, направлении своей цели. Да? Потому что про Овна здесь мечты, конечно же, зависит от начинки натальной карты каждого отдельного человека, да? Но, конечно же, для асцендента в Овне в жизни нужно ставить определенные цели и к ним идти. А каким путем к ним нужно идти? Это, конечно же, весовским, красивым, дипломатичным, где-то уступчивым, где-то обращать внимание на своего партнера. Здесь тактика, то есть вот смотрите, асцендент в Овне — это я. Какой я, каким меня видят, я такой яркий, такая яркая, запоминающаяся, вся такая красивая, дерзкая, амбициозная или амбициозный, да. И вот у меня дисцендент, 7-й дом, он у меня в весах. Какая здесь тактика? Здесь тактика, конечно же, как жить в браке. Здесь нужно договариваться, здесь нужны разговоры по душам, здесь нужно куда-то вместе стремиться, здесь нужно раскрытие искусства, культуры в себе, 100% однозначно это так. Здесь можно сказать, что Овен — это тоже знак творчества, в принципе, но это другого совершенно творческого, такого яркого, экспрессивного, я бы так больше сказала, да. А весы все-таки это за эстетику, потому что управитель весов — это Венера, это эстетика, это любовь к комфорту, это когда мы движемся вперед и мы понимаем, какую жизнь мы хотим иметь, да, то есть по овновским, конечно, хотим быстро все нахрапом прямо сейчас, когда не получается, у нас такие ожидания и реальность. Но здесь нужно понимать, что весовская тактика — это такая мягкая, гармоничная, лаконичная, обходить острые углы, договариваться, то есть быть дипломатом в отношениях, в личной жизни, в любовных отношениях, постоянно подтягивать партнера, неважно, вы мужчина с 7
7 домом в весах, или женщина. То есть это постоянно эстетика, культура в ваших отношениях, да, то есть это, можно сказать, вот такая красивая картинка из соцсетей, но тем не менее, если вы развиваетесь публично, здесь нужно обязательно быть дипломатом, здесь нужно быть потрясающим партнером, как в браке, так и в социальной жизни. То есть здесь история сплетен, она очень печальная. Здесь история, когда мы выбираем просто красивую картинку и внутри пустота, она будет... Я не скажу, что она будет очень сильно радовать, да, то есть здесь история таких душевных своих вложений, это работа, над которой нужно иметь свое определенное терпение, потому что все-таки 7 дом в весах — это про шарм, внешность, про эстетику, да, то есть здесь делать медленно, рассудительно, но все-таки ускоряясь, потому что весы — это воздушный знак, здесь вот так вот топтаться долго на месте, как тельцы, не получится, здесь хорошие манеры, нужно в себе развивать культуру общения в том числе, любовь к красивым и дорогим вещам будет только повышать ваш уровень движения, ну и социальный статус в том числе, да, то есть любовь к красивым дорогим вещам, здесь эстетика, здесь любовь и желание жить комфортно, комфортно сначала в своей жизни, да, в своем браке, в отношениях, потом выходя, конечно же, за рамки вот этой жизни. Здесь, конечно же, история отношений социальных будет строиться точно же в таком же ключе. Материальное благополучие, конечно же, будет, если вот вы понимаете, чего вы хотите, к чему вы идете, к чему стремитесь. И весы — это партнерский знак. То есть асцендент в Овне — это я один-одиночка, мне и так классно, мне и так нормально. То есть, как правило, люди с асцендентом в Овне — это такие яркие, заметные, немножечко эгоисты, да. Конечно же, здесь все еще зависит, ребят, от начинки натальной карты. Оставляйте в комментариях свою дату, время, место рождения. Я посмотрю начинку вашей натальной карты. Оставляйте вопросы, которые у вас возникают по ходу этого видео. Я открою, посмотрю, что же там у вас такого интересного. И очень часто на нас влияют как раз такие события. Все спрашивают: вот у меня асцендент, хочу смотреть гороскоп по асценденту, но знаете, все, что движет и влияет на асцендент, все это самое влияет и на 7 дом, на дисцендент, да, то есть одни и те же самые аспекты, потому что они парные, и если наше состояние как-то выходит из дисбаланса, то начинает всегда сыпаться наша личная жизнь, наша социальная работа и тому подобное, поэтому здесь нужно понимать, что обладать нужно по дисценденту дипломатическим чутьем, хорошо держаться на людях обязательно, красота, харизма, тактичность, деликатность, то есть это те качества, которые необходимо в себе развить, но, как правило, люди с дисцендентом в весах, они все про себя знают, и они понимают, что так надо, что так хорошо, и иногда бывает асцендент в Овне выводит из дисбаланса, потому что основная попытка проявления, когда что-то происходит не так, как нам хочется, да, то здесь включается как раз-таки вот этот Марс, управитель Овна, и хочется вспылить, высказать, сказать, навести шуму. А надо мягко, красиво, привлекательно, утонченно действовать и идти дальше. Я бы так сказала, любовь и романтические отношения очень сильно важны здесь для тех, у кого дисцендент в весах. Нужно обязательно душевное равновесие, да? Здесь вот такая история к культуре, к искусству, да, к эстетике, которую необходимо развить, если у вас ее нет, потому что это напрямую будет влиять на уровень финансов, это напрямую будет влиять на то, как работает ваш восходящий знак, ради чего биться, потому что асцендент в Овне — это нарисуйте мне цель, и я буду сшибать все препятствия, я буду вот так действовать, потому что управитель у нас, у всех людей, любого гороскопа, это Марс, потому что это действие, восходящий знак в любой может быть, Овен или не Овен, но у нас начинается все действия с асцендента, а управитель любого асцендента — это Марс, любого асцендента.
А управитель седьмого дома у любого абсолютно человека — это весы. И здесь 100%, то есть если вы обладатель асцендента в Овне, да, вам нужно разобраться, то есть однозначно вы в паре можете действовать, заменяя роль партнера. Однозначно. Но когда вы идете, развиваетесь, когда вы решаете проблемы, когда вы живете вместе, да, вместе у вас может быть слияние в браке настолько, что вы можете поменяться ролями. Вы можете поменяться, представитель асцендента в Овне, дисцендента в Весах. А ваш партнер, например, у которого асцендент в Козероге, а дисцендент в Раке, он не собирается меняться. Ему очень хорошо играть первую роль. И здесь может быть такая очень сложная история, когда люди меняются ролями, и им потом очень сложно из этих вот разобраться. Здесь получается вот такой внутренний сбой, поэтому вы, представители асцендента в Овне, должны очень четко понимать, какую роль вы играете в отношениях. То есть вам здесь должно быть понятно. Здесь нужно постоянно разговаривать со своим партнером по браку. Здесь нужны постоянно совместное времяпрепровождение, общие цели, движение вперед. И вот получается такая несостыковка. Я вроде как асцендент в Овне, я такой активный, четкий, понятный, я знаю, что делать, я бью одну цель, сшибаю препятствия, двигаюсь так, но почему-то, когда мне нужно с другими людьми, я встречаюсь, мне нужно действовать согласно дисценденту в Весах, для того, чтобы кого-то другого не обидеть, точнее, для того, чтобы получить желаемое. Сначала мы прикладываем свои действия и делаем как Овен, да, то есть быстро, нахрапом, вот так прямо сейчас, не медлим ни минуты, не останавливаемся, не качаемся, не принимаем решения. Но когда мы пришли к взаимодействию с другими людьми, мы уже как дипломаты, мы уже принимаем решения, мы уже смотрим на все различные полутона отношений, мы уже понимаем, что здесь нам не нужно действовать вот так прям напролом, что мы понимаем, что нужно включать деликатность, аккуратность. И в браке, и в активной публичной социальной жизни тоже нужно действовать деликатно, то есть нет четкого да или нет деления, нет. Если же вы работаете именно в консультационной деятельности, и управитель седьмого дома у вас в Весах, тогда все ваши консультации будут как раз-таки построены на вот таком дипломатическом подходе, на таком уравновешенном, да, принятии решений. Здесь нужно действовать очень мягко, красиво, транслировать свою харизму, и тогда и люди вас будут замечать, и отношения будут по социальной лестнице строиться очень хорошо и идти как надо, да? То есть это для взаимодействия с большим количеством людей. То есть если вы строите свою популярность, известность, идете в публичность, то здесь весовский вот такой подход, красота, эстетика, свой стиль, свой цвет. То есть здесь нужно понимать вопросы мужского и женского, то есть очень важны гендерные отличия, различия. То есть здесь без этого абсолютно никак. И всегда происходит такая чаша весов, когда вы начинаете реально взвешивать свои действия, свои усилия, где-то начинаете сомневаться. Как правило, седьмой дом в Весах, люди всегда спрашивают, а правильно ли я делаю, поступаю в браке, в отношениях, может мне что-то делать не так, может я что-то делаю не так. И вот такие качели, как правило, хочется ходить там по психологам, чего-то решать. Психологи — это сейчас модно, это на пике. Но самая классная тактика — это сесть, поговорить со своей второй половинкой, с мужем, с женой и решить все вопросы, сказать как хочется, сказать, почему те или иные вопросы встали в вашей жизни, почему здесь происходят какие-то несостыковки, почему где-то вы воюете, где-то вы прикладываете силу, потому что асцендент-то в Овне, да, а где-то вы опускаете руки. То есть здесь нужно просто разговоры по душам, такие честные. Но асцендент в Овне — это такая честная позиция, на самом деле. Она может быть острая, неудобная, неприятная, но она честная, да. Не очень люди воспринимают овновский асцендент
как правило, такие люди напористые, но они, конечно же, достигают в жизни много, если, то есть, следуют согласно своему асценденту, то есть если жить по асценденту, да, то есть включаться вообще в свою жизнь, в этот мир, в движение, да, то есть по асценденту в Овне, то получается очень много сил вы прикладываете и действуете. Но все-таки, дойдя до решения каких-то конфликтов, нужно быть дипломатом, нужно понимать, что все неоднозначно, все не так остро, все должно быть под маркой деликатности, и здесь есть другие потаенные моменты, в которых нужно разобраться, принять решение, сказать об этом. Потому что весы — это про разговоры, разговоры по душам, это про любовь к своему делу, про любовь к своему партнеру, это однозначно в ваших брачных отношениях должна быть романтика, вам это нужно, если у вас этого нет, и ваш партнер, например, в каком-нибудь дисценденте в Скорпионе, да, то понимаете, что здесь нужно просто больше романтики, больше мягкости, но дисцендент в Скорпионе — это тоже партнерский знак, просто пожестче, чем весы, да, то есть это такая очень мощная чувственная энергия. Пишите в комментариях, партнер, какой знак асцендента у вашего партнера, то есть, естественно, его дисцендент будет в противоположном знаке, и я вам расскажу, как действовать в отношениях, как найти компромисс, дам рекомендации, если где-то не состыковки. Особенно сейчас у нас такой сложный июль, да и вообще у нас год вообще в принципе, когда личные отношения будут претерпевать кризисы, потому что у многих в работе будет многое меняться, да, поэтому здесь, ребят, конечно же, нам хочется красиво, но у планеты совершенно другие взгляды на нас, да, то есть мир меняется за этот год кардинально, и да, можно сказать, что весы — это кардинальный знак, это правда кардинальный знак, и Овен кардинальный знак, и если Овен принимает решение быстро, прямо сейчас, немедля, то в дисцендент в весах, как правило, все негативные сценарии в своей жизни — это долгое принятие решения, но если решение принято, оно приступает к действию. Поэтому, если вы знаете людей, Солнце в весах, вы знаете, да, что они могут долго договариваться, приходить к общему знаменателю, но если разговоры не ведутся, то есть знаете, если у вашей женщины или у вашего мужчины 7-й дом находится в весах, и с ним и с ней не разговаривать, то тогда решение будет приниматься долго, но если решение, которое вам не нравится, будет принято, скорее всего, обратного пути не будет. Поэтому старайтесь как можно сильнее разговаривать, уходить на глубину своих отношений, понимать, что для вас важно, потому что известность, публичность, популярность — это одно, но для людей с дисцендентом в весах, вот если погода дома такая вот напряженная и негармоничная, нет любви, романтики, счастья, вот этих доверительных, теплых отношений, тогда вот эта популярность, которая нарабатывается, она совершенно на других эмоциях, она на больше агрессивных овновских по асценденту идет, работает, и тогда получается словно вопреки, да, поэтому здесь постарайтесь следовать своему гороскопу, здесь постарайтесь жить по своей натальной карте, и тогда, ребята, все сложится как хочется. Я желаю вам продуктивных решений, действий вперед, никогда не сдаваться, люди с асцендентом в Овне, но понимайте, что решение нужно принимать согласно любви, эстетике, вашей второй половинки. Мир не такой простой, как нам хотелось бы его упростить, он большой, и здесь замешаны очень много чувств других людей и своих прежде всего. Поэтому решение может быть кардинальное, быстрое и резкое, но потом не хочется в этих эмоциях очень долго переживать. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что было понятно. Если у вас есть вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Я постараюсь на них на все ответить, дать вам рекомендацию, как же вам развиваться в своих отношениях, для того, чтобы они были гармоничны. Потому что все то, что влияет на асцендент, влияет и на наши отношения, то есть на наш дисцендент. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели до конца. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.